разогрел вокруг окружающую среду и проплавил сугроб. Подснежников у нас достаточно много в коллекции, около 12. Вот сейчас вида 3 примерно можно наблюдать у нас на территории. А остальные спят и ждут все-таки нормальной весны. Ну, есть такое понятие массового цветения подснежников. Вот у нас, например, в дендрарии, на тех площадках, где не подогревается почва, после снеготаяния это где-то начало апреля. Тоже варьирует по годам. Если ранняя весна, то это там прям первая декада апреля. В принципе, за городом это вторая декада, третья декада апреля. Нас огорчает низкий снежный покров, потому что снег это не только тепло для растений на случай холодов, это еще и запас весенней влаги. Это означает, что сейчас влага ушла в почву, она стечет, и растениям будет более сухо весной. То есть не будет такого большого запаса влаги, который бывает при снежной, обычной хорошей зиме. И иногда даже его область распространяется на европейскую территорию и достигает Западной Европы. Каждый день имеет свою норму климатическую, а здесь отклонение от этой нормы. И как мы видим, вот в центре Сибири самая большая величина аномалии – это более 10 градусов. Это говорит о том, что погода была очень теплой. Пока еще говорить преждевременно, но не исключено, что это будет так. Я характеризую климатическую статистику по Москве. Вот текущая зима идет по графику второй самой теплой. Более теплая зима была в 2020 году, не так далеко. Климат становится более экстремальным. Он садится, идет на растяжку. Увеличивается повторяемость очень холодной и очень теплой погоды, тогда как обычной становится меньше. И вот нынешняя зима, она вот является одним из таких показателей. Негативно повлиять на хозяйство, там, сельхоз и так далее. Раньше никогда не было такого населения на Земле, не было цивилизации, не было такого количества ископаемого топлива.
Энергетика никогда так развита не была. Такого сельского хозяйства не было. Ландшафт не был так поменен. Не исключено, что и человек приложил к этому руку. Но насколько он способен изменить климат, вот эти влияния астрономических факторов, вопрос. Ну, наверное, погода нас с одной стороны радует, с другой стороны огорчает. Я, в общем-то, так, как человек, выросший, еще родившийся при Советском Союзе и выросший достаточно давно, помню зимы снежные, когда снега было по колено, и в январе мы с удовольствием катались на лыжах. Сейчас вот снега не наблюдается. Я москвичка. Давно не видел такой зимы. Я очень рада, конечно, приятно. Как будто живем не в нашем мегаполисе, а где-то там на юге. Вообще зима меня устраивает, конечно. С друзьями у нас, конечно, есть увлечения. Я люблю, например, сам беговые лыжи очень. И отсутствие главного компонента вносит свои коррективы, это правда. Приходится менять на что-то более приемлемое для данной погоды.